Здравствуйте, ребята! С вами компания InService Engineering. Меня зовут Евгений. Мы сейчас находимся в городе Жлобине, на одном из площадок производственных нашей Беларуси. Значит, за мной вот сейчас выставочный автомобиль компании Vesta. Это ведущий мировой производитель пневматического оборудования для производства. Мы являемся партнерами этой компании и хотим немножко вкратце рассказать о новинках в области автоматизации, о новинках этого года от компании Vesta. Так, друзья, мы внутри сейчас этой машинки. Вот, посмотрите, какие здесь вот новинки представлены на стендах. Вот, достаточно много новинок, как всегда у Vesta. Каждый год все обновляется, каждый год что-то новое. Вот, у нас здесь есть и техническое зрение, и новые какие-то привода, сервоконтроллеры. Вот так вот машинка выглядит изнутри. Сейчас мы Алексея попросим рассказать вкратце о новинках. Пару слов, Леш, расскажи, пожалуйста, что главное. Вот. Самая главная новинка этого эксплуатейнера – это цифровая пневматика Vesta Motion Terminal. Это новый шаг в развитии пневматики. То есть это, если начинать историю, это обычные распределители на плите, пневмоострова, и новая пневматика – это цифровая пневматика Vesta Motion Terminal. Данное устройство позволяет быстро программным способом менять схему пневмораспределителя для его замены и переконфигурирования прямо на лету управления. Также мы можем этими же распределителями управлять расходом воздуха пропорционально. То есть вот вы видите, как меняется расход, шарик либо ниже, либо выше. Больше расход, меньше расход. Как всегда, все на живых примерах. Как вы видите, все можно потрогать, пощупать, понять, как это работает, все в реальной практике. Стенд и существует. Также мы можем этот же распределитель перепрограммировать на пропорциональный регулятор давления. По индикатору видно, как меняется давление на выходе. Следующая же функция этого устройства – это дросселирование. То есть, если мы запустим пневмоцилиндры, нижний у нас работает. Сейчас. Нижний работает от стандартной пневматики, обычного распределителя, и регулируется скорость дросселяния. В новом же регулировка не нужна. У нас регулятор идет электронный. Мы можем либо ускорить, либо замедлить пневмоцилиндр. Это важно, когда у нас труднодоступное место, нам сложно подлезть для регулировки к цилиндру и, собственно, удаленно управлять скоростью этого пневмоцилиндра. Мы можем ускорять либо замедлять работу машины. Следующая функция – это функция изменения времени цикла. Мы можем пневмоцилиндру, верхний работает от motion терминала, нижний работает от обычного распределителя. Мы можем задать время перемещения цилиндра, и электроника рассчитает нужный нам объем воздуха, который нам надо дать на пневмоцилиндр, чтобы он отрабатывал в данном случае полсекунды. Либо сейчас я ускорю. При этом, если у нас изменяется нагрузка, вот эту нагрузку электроника автоматически адаптируется и регулирует давление. Вот я вам покажу сейчас. Вот я его придавливаю. Сложнее. Ему надо несколько циклов
чтобы адаптироваться под это. То есть 2-3 цикла для обучения. Когда изменяется эта нагрузка, ему он как раз для расчета требуется несколько циклов. Но так как мы еще руками постоянно меняем нагрузку, то есть мы не можем фиксировать конкретное значение, то электронике это сложно, потому что она у нас в течение времени постоянно переменная. Как правило, такого на производстве бывает очень часто. Следующая же функция motion терминала – это функция энергосбережения. Если мы управляем цилиндром motion терминалом, то мы можем сэкономить в несколько раз объем сжатого воздуха на работу пневмоцилиндра. Итого мы экономим воздух, значит мы экономим это время, или вернее делаем, реже сервисное обслуживание компрессора, и поэтому мы экономим на вычислях компрессора. То есть он реже включается для управления. В данном схеме мы экономим в 3 раза от перемещения нижнего, среднего и верхнего. Леш, в цифрах это что получается? Новый цилиндр у нас под новой системой управления сколько потребляет? В данном случае, минуту? если посмотреть на индикатор при выдвижении цилиндра, мы можем заметить, что около 20 литров в минуту потребляет воздух на выдвижение. А при классической схеме мы видим, что расход воздуха больше 60. То есть, грубо говоря, в 3 раза мы экономим в данном случае воздух. Единственное, конечно же, эта цифра может варьироваться, все зависит от того, насколько нагружен цилиндр и как он используется. Но эффект в любом случае он будет. Следующая функция – это диагностика утечек. Мы можем диагностировать утечки воздуха со временем. То есть после того, как со временем начинают изнашиваться манжеты, происходит перетекание воздуха и в поршневой области, и также через стоковую манжету. Цилиндр начинает потреблять больше воздуха. Электроника это замечает и может даже пересчитать это в конкретный объем по утечкам и сигнализировать оператору, что требуется замена, например, манжет. Но при этом электроника будет стараться компенсировать эту утечку, чтобы цилиндр работал максимально эффективно. Ну, до тех пор, пока хватает ресурсов самого распределителя. То есть будет больше или меньше подавать? Да, воздух, чтобы компенсировать эту утечку, чтобы цилиндр все равно отработал свой цикл. Ну и последняя функция – это функция soft-stop. Она здесь в данном случае пока не реализована, к сожалению, но она позволяет на бесстоковые цилиндры останавливать максимально мягко, без каких-то ударов, что на обычной пневматике практически невозможно. При этом эффект целесообразности покупки этого устройства максимально достигается, когда мы чередуем некоторые опции между собой. То есть, например, работу какого-то цилиндра и энергосбережение. При этом мы можем сюда же еще регулировать скорость одновременно. Поэтому это устройство заменяет фактически до 50 отдельных устройств Festa. Только одним этим ЕМОС. Леш, я правильно понимаю? То есть, по сути, как бы, что Festa сделала? Они сделали мини-контроллер, можно так сказать, вставили в пневмораспределитель, который контролирует уже сам давление в каждом канале. Да, совершенно здесь картриджная система управления. У нас внутри распределителя каждым каналом отдельно стоит два распределителя, который управляет отдельный пьезоэлемент. Также в них встроен в каждый канал встроен датчик давления, и поэтому мы в реальном времени следим за изменением давления в каждом порте. И исходя из этого мы можем при должном
управлении каждым из этих каналов получить разные свойства. Либо это разный распределитель, либо это регулируемый расход, либо пропорциональный регулятор давления, то есть регулирование по давлению, дросселирование, Понятно было. когда мы управляем скоростью цилиндра, ну и другие функции. То есть где-то это позволяет заменить электромеханику, точную электромеханику. Ну, в общем и целом, грубо говоря, на производстве, где у нас огромное количество шкафов управления, мы можем уйти от сложных пневматических схем, которые, может быть, там какие-то дублирования, если позволяют изменять скорость, перейти только к одному этому устройству, которое нам на выходе дает расход, ну, различные параметры, и упрощает пневматическую схему управления. Только одним этим волшебным терминалом. Леш, ну давай перейдем вот к камере, к техническому зрению. Я так понимаю, эта тема актуальна и актуальна с каждым днем. Да, я так понимаю, то есть техническое зрение, оно может автономно анализировать как и качество напечатанного какого-то картинки, там текста, даты, да, на маркировке. Да, совершенно верно. На сегодняшний момент, чтобы выходить на новые рынки, производителю нужно обеспечить качество продукта. Иногда это качество, мы контролировать можем этой камерой. Это мы можем этой камерой анализировать какие-то геометрические параметры объекта. Анализировать, есть либо нет объекта. Например, когда мы наливаем в бутылки, например, молоко, а потом должны закрутить крышку, то камера уловит тот момент, когда, например, крышка по каким-то причинам либо плохо прикрутилась косо, и она это уловит и даст сигнал оператору, что надо какие-то процессы действовать. Штрих-коды точно так же. Нам не цель прочитать этот штрих-код, а цель прочитать качество нанесения вот этой вот полиграфии, чтобы любым, когда товар приедет к любому заказчику на склад, заказчик любым своим баркодером, прибором мог надежно прочитать это. Без ошибок. Да. Это гарантирует качество продукта. Леш, скажи, вот такой вопрос по камере. В каких случаях она может, на каких проектах она может быть людям полезна? Где ее можно использовать на производстве? Из каких? Вот, может, есть примеры конкретные? Ну, вообще камера это вещь универсальная, ее можно использовать на любых производствах, где вам важен контроль качества. То есть вы производите какой-то продукт, и вам надо контролировать его качество. Человеческий глаз не всегда способен уловить какие-то моменты, особенно когда какие-то мелкие детали, либо сработает какой-то человеческий фактор и случайно пропустить бракованную деталь. Камера же, она независимо от этих, постоянно фотографирует, либо делает видеосъемку и контролирует любой процесс в реальном времени. То есть по конвейеру едут какие-то бутылочки, она сравнивает их, например, с геометрией, чтобы потом на производстве, когда в эту бутылочку будут что-то, например, заливать, там, молоко, сметана, шампунь, чтобы линия, которая накручивает, там, например, крышечку, надежно могла взять эту крышечку, произведенной, например, на другом предприятии, и надежно зафиксировать. Если же эта крышечка будет кривая, например, она не станет, и, соответственно, дальше линия пойдет уже, по линии эта баночка пойдет, без этой крышечки может разбиться, собственно, это брак, это проблема. Также камера может контролировать работу других процессов на этой линии, может контролировать принтер, чтобы он очень четко, надежно, с большим качеством, с высоким, напечатал штрих-код, либо это бар-код. И дело не в том,
чтобы его камера прочитала, а дело в том, чтобы камера определила его качество печати, чтобы на любом устройстве, в любом складе, любого предприятия этот код надежно прочитался. Примеры. У нас есть успешный опыт на многих предприятиях. Один из них это Савушкин продукт, где камера, кроме того, что определяет качество продукта, камера также и находит центр масс этого объекта и передает координаты роботу, который потом захватывает. То есть она продукты видит, перекладывает, повернут на относительной линии. Да, у камеры есть такой инструмент. Она полностью автономна, в ней встроен контроллер, который, в общем-то, по программе отрабатывает то, что нами, инженерами, запрограммировано. То есть у вас уже есть производство, где вы реализовали применение? Да, но одно из них это Савушкин продукт, в Гомеле это компания Алкопак, которая производит крышечки на фитоводочные бутылки дозаторы, называемые. И она прямо на лету определяет качество этой крышечки. Ну, задач очень много, и на самом деле практически на любом предприятии требуется такой контроль. На любом абсолютно. Особенно если это предприятие хочет выйти на новые рынки, там Европы, даже на ту же Россию, иногда требуется соблюдать некоторые особенности этих рынков. Чтобы на Европу поставить продукт, у нас везде должна быть четкий код, четко читаться дата и производство, номер партии и так далее, чтобы потом можно было потребителя идентифицировать, когда произведен был продукт, и какой партии, либо кто виноват, если там какой-то брак, чтобы это все отснять. Поэтому применение практически везде. Ну, давай, может, дальше пройдемся по стенду, что у нас тут осталось. Дальше у нас 3 стенда, касающиеся электромеханики и контроллеров. В данном стенде представлена новая линейка. Это экономически выгодная линейка электроприводов. И она рассчитана специально для быстрого ввода в эксплуатацию. Мы быстро рассчитываем нагрузочные характеристики на одну из осей, а дальше мы просто берем следующую ось, типа размер больше, и получаем уже 3-координатный манипулятор. Можем как лего их складывать между собой, и получается нужный результат на выход. В данном случае у нас 3-координатная система управляется 3 мотор-контроллерами, которыми управляет мастер-контроллер. И также здесь представлен вакуумный генератор, который будет захватывать какой-то продукт. Ну, например, вакуум сработал, присосочка присосала, и она сбросит по программе. Это дешевая серия с шаговыми двигателями и с энкодером. Мы их называем сервошаговые двигатели, потому что, так как встроен энкодер, система все время следит, где находится. То есть даже пропуск шага нам не страшен. Энкодер передает информацию, и контроллер отрабатывает нужную позицию. Я так понимаю, и скорости могут разные быть. Да, временные передачи, в общем-то, могут быть 5 метров в секунду, вплоть до 10 метров в секунду. Какие-то легкие детали мы можем перемещать. Но Ну, это не легкие конкретно. больше. Да, здесь система рассчитана на электронную промышленность, где идут сборки оплат из большой скорости. И поэтому здесь достаточно низкая грузоподъемность, порядка 5 килограмм максимум. Есть другая линейка, это уже стандартная линейка Феста высокопроизводительных приводов. В данном случае это привод с ремнем и привод с шариковой винтовой пары. Приводы с ремнем, они нам дают высокое быстродействие. То есть мы очень быстро можем перемещать какие-то объекты и позиционировать. Управляются сервоконтроллерами. Это новая линейка Siemens TRS с мощностью до 2,5 кВт. На самом деле Fast до сих пор идет разработку, но в ближайшее время будут выпущены более мощные привода. Здесь
внешний вид вы можете сравнить с пневмоцилиндром. Точно такие же стыковые поверхности, как и у пневмоцилиндров, поэтому от пневматики на электроцилиндр все аксессуары совместимы. Но при этом сервосистему мы можем очень точно останавливать с кратностью там 0,2 миллиметра. В точных операциях они вот выигрывают по отношению с цилиндром. Конечно, цилиндр у нас всегда работает, как правило, от упора до упора, а здесь же мы можем позиционировать, перемещаясь с любой скоростью и очень точно останавливать. Дальше у нас представлены новая линейка CPX-E контроллеры. Феста перешла на общую шину, это SRK. Ну и, собственно, представлен вот этот контроллер для выполнения каких-то технологических задач. Он свободно программируемый, да? Да, программируется он под ASIC 3.5. Ну и, собственно, под них Festa выпустила новое программное обеспечение Festa Automation Suite. Это одна среда для программирования, в которой мы программируем все. И наши сервоконтроллеры, контроллеры двигателей, также пневмоострова, motion терминал, все в одной экосистеме. Внутри этой экосистемы подключается и CodeAssist. И все это программируется. Ну и последний стенд нашей выставки — это система по расчету систем перемещения. Есть специальная программа на нашем сайте, она работает онлайн, в которой мы указываем исходные данные, что какой объект мы хотим переместить, с какой скоростью хотим переместить и поле его работы. И нам система рассчитывает готовую систему, которая поставляется в собранном виде, с учетом всех кабель-каналов, переходных плит для сборки их между собой. Ну и также можно ввести всякие опции, это добавить какие-то пневматический сигнал, либо электрический сигнал на конечное звено, чтобы подключить какой-то периферийный оборудование. То есть инструмент разный может. Да. В данном случае захват. Это может быть поворотный привод, это может быть что угодно. В общем-то. Всевозможнейшие захваты. Липучка, может, вакуум, Вакуумные присоски, конечно, любое. Самое главное, что с этой системой мы можем максимально быстро, там, за 5-10 минут рассчитать очень сложную систему и знать его стоимость, чтобы быстро оценивать стоимость вашей машины, насколько она будет конкурентоспособной, и вообще узнать стоимость этой системы. Отдельно это еще просчитать достаточно сложно поэлементно, рассчитать мощности винтовой пары, отдельно посчитать двигатель, а тут же это все сделается автоматически. И вот шкаф управления, который мы вот этот координатор. Ну, спасибо, Леш, за информацию. В общем, достаточно много новинок, как вы видите, у нас представлено новых. Как всегда, у Феста все на уровне, все подробно. Каждой новинки нам рассказали, показали, все можно потрогать, как обычно, вот, пощупать, много каталогов, много информации в интернете о каждом продукте, и везде вы можете узнать дополнительно о новинках. С вами был InService Engineering, Евгений, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.